Здорово, мои дорогие! Как жизнь? Видимо, я нашел идеальное место для подсъема видео, таких болтающих видео. Зацените площадочку. Это такая гриль-зона в окрестностях нашего дома. Там вот дорога, весь центральный Стокгольм. А здесь можно спокойненько посидеть и почилить, и пообщаться. Чем, собственно, и займемся. Давно не виделись, есть о чем поговорить. Для всех, кто впервые на моем канале, меня зовут Александр, я айтишник. Приехали мы в конце 2021 года с семьей жить, работать в Стокгольм, в Швецию. И здесь я рассказываю про опыт нашего переезда, про нашу жизнь, про все, что связано со Швецией. В общем, подписывайтесь, если интересно, будет интересный контент. И давайте в этом ролике проговорим про новости, которые произошли за последние 3 месяца с нашей семьей, где мы побывали, почему и так далее. В общем, что происходило с нами за это время, сегодня поговорим. Значит, сейчас, как вы уже поняли, я нахожусь в Стокгольме, но еще буквально неделю назад мы были в России. В Россию мы ездили практически на 2 месяца. У нас там были всякие неотложные дела. Типа нам нужно было принять нашу квартиру, которую мы умудрились купить в ипотеку до переезда. Там достроился дом, в общем, мы его принимали, оформляли все документы. Так себе было, конечно, мероприятие, но мы справились, все успели. В притирочку буквально получили там документы на собственность и все такое прочее. Была мысль квартиру продать, но не получается, потому что что-то слишком много обременений на ней в виде там мат-капитала, ипотеки. И ситуация сейчас такая на рынке недвижки в России плохая, поэтому пусть будет, будем платить свою любимую ипотечку, а там посмотрим, как ситуация разрулится. Надеюсь, в хорошую сторону. Вот. Ну, естественно, мы ездили в Россию не только ради квартиры. Хотелось провести как-то время с друзьями, с родными, знакомыми, потусить, так сказать. Не то чтобы напоследок, но в текущих обстоятельствах вообще непонятно, как туда ездить. И об этом я сниму отдельное видео, как мы добирались в Россию, как мы добирались из России. О втором эпизоде сегодня поговорим тоже. Потому что новость может быть для всех животрепещущая, особенно для покидающих Россию сейчас. Там эстонцы грозятся закрыть буквально завтра границу с 18 августа для всех россиян, которым выдали шенгены сами эстонцы. Ну, посмотрим, что из этого получится. Обратно из России мы ехали из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург на поезде. Потом мы добирались, значит, из Питера до Таллина на автобусе фирмы Lux Express, которая на комфортабельных автобусах возит туристов с их барахлом по Европе и в том числе из Питера в Таллин. Вот. В Таллине ночевали и с Таллина уже на самолете летели сюда. Так вот, применительно к ситуации с эстонцами. На границе мы простояли, наверное, в общей сложности часа 3. Час у нас ушел на прохождение российской таможни и 2 часа на эстонскую. И не потому, что эстонцы там какие-то медленные там, и еще что-то, вот эти все стереотипы, а просто по той причине, что слишком каких-то много вопросов они задавали на самом деле. Мы были свидетелями ситуации, когда спрашивали досконально, куда едете, кому едете, сколько пробудете, а где бронь, покажите бронь. Там страховка, не страховка, вот эти все дела. То есть, казалось бы, виза-то уже выдана, а народ все равно интересуется, почему да как. Вот. Ну, собственно, с этим как-то можно было жить. Вот. И еще что удивило, досмотр личных вещей. На российской границе досмотр осуществлялся через рентгены. То есть там просто светили, и если какие-то вопросы были, спрашивали, что везете, и вот эта вот штука, которая у вас миксер, она выглядит не как миксер, может быть, мы откроем, посмотрим, что-то такое. А на эстонской границе там как-то выборочно подзывали людей и просили открыть чемоданы, и там одна девушка жаловалась, что чуть ли не без перчаток сотрудник таможни перебирал ее нижнее белье, грубо говоря. Так что вот такие приключения вас ждут на эстонской таможне, если вы туда поедете. На самом деле странные чувства нас обуяли с супругой по возвращению. Реально ощутилось, как будто вернулся домой. Хоть и приехал со своей, казалось бы, родины, где всю жизнь прожил, но приехав сюда, понимаешь, насколько комфортно ты чувствуешь себя именно здесь, в Швеции. И дети рады, повидались все со своими друзьями.
Нашу маленькую из садика уже позвала подружка на день рождения через родителей. Надеемся, пойдем. Но у нас там случилось казус небольшой, может быть, видели в Инстаграме. Дочка подбила глаз качелью, потом она еще подцепила энтеровирус. В общем, все прелести детства испытывает и переживает. Но надеемся поправиться и пойдем на день рождения, заодно и затестим, что такое день рождения детский по-шведски. Я слышал, что они просто отдают ребенка организаторам, грубо говоря, родителям, и родителям сообщается, сколько нужно погулять в окрестностях, пока идет вечеринка, а потом просто прийти и забрать ребенка. Очень мне нравится такой подход, надеюсь, попадем и обязательно расскажем. Вот. Тимофей, сын, вернулся, сразу соскучился по всем своим друзьям, побежал общаться на своем смеси шведского и английского. Очень доволен, друзья тоже довольны. Записали Тимофея в местный футбольный клуб, который через добровольную ассоциацию набирает детей под обучение. Там стоит каких-то малых денег, но решили попробовать, он давно хотел. Посмотрим, что из этого выйдет. Скоро у нас Милана идет в новый садик, буквально через неделю. Тоже будем смотреть, как будет проходить адаптация. Пока вроде настрой хороший, желание есть, а там поживем и видим. Вот. Ну и как сказал, то, что чувствуем себя здесь уже как дома, хоть и языка-то оба не знаем, но все равно обжились, уже можно сказать, и приехали в свою рутину, поэтому будем сейчас в нее возвращаться и дальше выгребать. Также из новостей не прошло и сколько прошло? 6 месяцев, 7, 8, почти 9 месяцев моей супруге Марии делали карточку миграционной службы Швеции, что она действительно жена человека, у которого есть паспорт Евросоюза, именно меня. Это очень было прикольно. Наши юристы, которые помогали от компании сопровождать кейс, в последний момент запросили наши миграционные там какие-то документы, не миграционные даже, а мои рабочие документы, типа все мои квиточки по зарплатам за последнее время, вообще даже с начала трудоустройства, какую-то декларацию от работодателя, что он платит за меня все вычеты и прочее. В общем, переслали эти бумажки, и миграционный офицер, как только его назначили, спустя 8 месяцев, он посмотрел на все эти бумажки и сказал, а почему бы и нет, пускай Мария 5 лет живет и здравствует на территории шведского королевства, поживем, увидим, что будет. В общем, дали ей эту карточку, наконец-то, прислали по почте. Теперь ей не нужно, как мы делали в этот раз, оформлять шенген на то, чтобы только въехать в один день в страну, так как находиться она здесь могла и без всяких документов, как моя супруга. Но теперь это все еще проще, никаких шенгенов, ничего не надо, и мы можем в любой момент сесть на паром какой-нибудь, в тот же Таллин, прокатиться, повидать родину предков и скататься куда-нибудь, может, в Европу на те же самые каникулы или на выходные. В общем, это обалдеть какие перспективы и возможности. И очень надеемся, что нам хватит денег хоть чуть-чуть ими воспользоваться, но будем тоже над этим работать. Что еще из новостей? Ну, конечно, 1000 подписчиков на канале. Это, конечно, взорвало мой мозг, особенно учитывая то, что я давненько не выкладывал видео, и тут я открываю статистику и вижу, что поздравляем, у вас более 1000 подписчиков на ютубе. Это очень круто, ребята, спасибо всем, кто поддерживает канал, кто подписывается, смотрит видео. Это прям очень супер, мотивирует к тому, чтобы работать дальше. На самом деле нравится мне это дело. Я надеюсь, что вам тоже нравится то, что я делаю. Если это так, поставьте прямо сейчас пальчик вверх, это прям очень круто. Напишите какой-нибудь комментик, что чувак, у тебя там что-то задний план какой-то стрёмный, давай поменяй, или еще что-то. Любые отзывы, хорошие, плохие, все пойдет в работу, не сомневайтесь. Все читаю, все смотрю, по возможности отвечаю, в том числе и тем, которые обращаются ко мне через Instagram, через LinkedIn. Все ссылки у меня есть в описании канала. Приходите, смотрите, пишите. По возможности буду отвечать всем. Так что вот, в общем, вот такие новости. Подписывайтесь, ставьте лайки. Позднее выложу еще видео о том, как мы добирались в Россию из России. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть всякие видосики, что мы там повидали и что встретилось у нас на пути. А пока, до новых встреч и пока-пока.